Всем любителям творческого и прекрасного привет! Я рада приветствовать вас на своем канале «Красота в деталях». Я Ксения Назарова. И пока мы ждем наступления весны, которая почему-то не торопится у нас в Москве приходить, я экспериментирую с самозастывающей полимерной глиной. Примерно вот так она выглядит, одна из самых распространенных марок, хотя их очень-очень много. Она мягкая, податливая, застывает на воздухе, имеет яркие цвета. И я в ходе своих экспериментов создала такую маленькую заколочку с цветками и ягодками земляники лесной. Заколочка очень яркая получилась, напоминает нам о теплом звенящем лете. И хочу сказать, что справиться с такими ягодками даже ребенок. Вы можете смело приобщать к творчеству своих деток. Маленькие цветочки сделаны из тонкого белого фоамирана шириной 1 мм. И зелененький фоамиран понадобится для листочков, хотя в данном случае листочки я тоже сделала из зеленой полимерной глины. Если вам понравился мой урок, оставайтесь, пожалуйста, со мной. Сейчас подробно расскажу, покажу, как сделать такую маленькую заколочку. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новинки. Буду рада новым друзьям, знакомым. И давайте начнем наш видеоурок. Итак, друзья, сегодня мы сделаем маленькую симпатичную заколку с ягодками и цветочками земляники лесной. Для того, чтобы изготовить ягодку такую, я возьму себе в помощь такой материал, как самозастывающая полимерная глина. У меня есть ярко-алый цвет, желтый цвет, чтобы сделать вот такой вот не раскрывшийся маленький бутончик, и зеленый цвет. За ним покажу, как можно при помощи молда из самой полимерной глины тоже изготовить листочек. Основной же материал для цветков и чашелистиков — это остается у нас вот такой вот тонкий иранский фоамиран шириной 1 мм, белого и нежно-салатового цветов. Для оптимизации процесса буду пользоваться дыроколами. Также нам понадобится термоклей, молд листочка, иголочка, или точнее инструмент, которым будем наносить такую фактуру на ягодку, печеньки, зажигалка может понадобиться, термоклей, проволока для бисероплетения. Итак, для начала изготовим основные заготовочки. Это чашелистики для цветочков и сами цветочки. Так вот выглядит у меня изображение цветочка. Не совсем оно подходит под клубнику, но смотрится в букете очень реалистично. Чтобы дырокол не зажевывал фоамиран, дублирую лист фоамирана тонким квадратиком бумаги. Таким вот образом. Получается очень быстро, хорошо. Бумажные цветочки можно использовать для скрапбукинга. Мы их убираем и также поступаем с зелеными заготовками. Листочек можно изготовить и из полимерной глины, он будет более плотный, как основа для заколки, да? Можно сделать более тонкий, мягкий из самого фоамирана. Для деформации наших цветочков, приданием формы, нам понадобится или утюг традиционный, или вот такие щипцы для волос, как у меня. Включаю их на температуру 200 градусов и
Буду деформировать. Можно воспользоваться пинцетом. Таким образом наш чашелистик уже готов к использованию в букетике. И теперь попробую сделать листик при помощи молда силиконового. Для того, чтобы продавить, приготовлю несколько слоев ткани. Буду прижимать нашу форму, когда она разогреется. И таким вот образом, обернув молд, буду разогревать материал, чтобы он принял форму листочка. Еще раз. Так-то один из способов, как сделать листик. Его можно сделать больше, меньше. А теперь возьмем полимерную глину и сделаем вот такую маленькую ягодку-земляничку. С полимерной глиной, которая застывает на воздухе, очень легко, удобно работать. Справится даже ребенок, смело можно привлекать к творчеству детей. Единственное, важно помнить, что глина очень быстро теряет свои свойства, хорошо лепится, когда она остается на воздухе. Поэтому сразу же возьмем столько материала, сколько нужно, и лучше
упаковать в пленку, лишить глину доступа кислорода, чтобы она не засохла. Потому что она превращается в нечто резиновое, абсолютно невозможно ничего с ней сделать. Ну, ягодки могут быть побольше, поменьше, разного размера. Что я делаю для того, чтобы ягодка держалась? Можно воспользоваться проволокой для бисероплетения и маленькой бусинкой или бисером. Продеваем в середину нашей проволоки, зажимаем и закручиваем. Это будет основа нашей ягодки. Оборачиваем полимерной глиной и формируем пальчиками форму пирамидки, характерную для ягодки землянички. Примерно таким вот образом. И осталось только придать нужную фактуру нашей ягодке. Для этого я воспользуюсь большой иголкой с крупным ушком и буду делать такие углубления. Эту ягодку я сделала вчера, и она засохла на воздухе, превратилась в очень легкую, такую упругую заготовочку. Главное преимущество такой глины, что она очень легкая. Если, что очень важно, если это касается заколок для головы. Осталось чашелистик установить на нашей ягодке. Термоклей у меня уже разогрет. Продеваю нашу проволочку в чашелистик и на капельку клея фиксируем нашу детальку. Также можно использовать вместо тычинок тоже полимерную глину, чтобы сделать сердцевинку цветка землянички. Для этого тоже возьму проволоку, вдену в нее бисер, возьму ярко-желтый цвет полимерной глины. Сделаю
круглую сердцевинку цветка землянички. Для того, чтобы реалистично смотрелось, тоже сделаю фактуру. Можно использовать щетину от жесткой щетки, чтобы придать неровность поверхности. Неровность, похожую на множество маленьких тычинок. Делаем отверстие в серединке цветочка, продеваем нашу проволочку. Фиксируем на термоклей. Если мы хотим не раскрытый бутончик, то лепесточки подклеиваем к сердцевинке. Получаем полузакрытый бутончик. Можно разогреть фоамиран огнем зажигалки и тоже придать нужную форму. Теперь обязательно добавляем зеленую часть. Обязательно зеленый чашелистик, и получаем маленький бутончик земляники. Таким вот образом уже у нас получается букетик. Воспользуюсь тычинками и покажу, как делать цветочек раскрытый, так скажем. Берем некоторое количество тычинок. Возьму небольшой отрезок проволоки, чтобы показать небольшую хитрость цветочком. Делаем, естественно, в цветочке отверстие посерединке. И готовим тычинки. Складываем так пополам, так с двух сторон. И в серединку я продеваю свою проволоку. При помощи проволоки буду протаскивать
наши тычинки в цветочек. Таким вот образом очень быстро тычинки можно подтянуть и уже снизу зафиксировать капелькой клея, чтобы наш цветочек не распался. Такие вот заготовочки получаются у нас для цветочков земляники. Раскрытые бутоны. Ягодку можно сделать еще зеленого цвета, чтобы такая не созревшая до конца ягодка земляники. Дальше покажу, вот как при помощи молота сделала из полимерной глины. Я взяла два цвета, у меня не было такого ярко-зеленого, поэтому глину эту можно прекрасно смешивать, экспериментировать с оттенками. Очень красивые вкусняшки получаются из этой полимерной глины. Мороженки, макароны. Смешав вот такой мятный цвет и желтый, получится зеленый цвет, с которого можно налепить несозревшие ягодки клубники и листочки. Видите, вот какой цвет у меня получился. Очень легко, быстро. Естественно, нужно будет подождать, чтобы листочек наш подсох. Уже у нас есть фактура, но если бы я немного подождала, то можно было бы гораздо легче. Сейчас пока на сырой не получается, но вы уже видите, да, вот, отлично. Все прожилочки очень хорошо видно. Когда застынет, можно получить вот такой вот твердый листочек, очень легкий. Глину мы сразу же упаковываем, чтобы она не сохла на воздухе герметично, и оставляем до следующего раза. Ну, а у нас все готово для создания самой заколочки, все детали. Возьмем заколка уточка, и готовлю для нее основу. Вот такой фетровый кружок. Диаметр 2 сантиметра. Нанесу каплю клея и зафиксирую. Так вот, это спинка нашей заколки. Снизу подклеила и сверху тоже небольшой кружок зеленого фетра. Как я уже говорила, можно и фоамиран использовать для листочков. Он более тонкий, более нежный.
2 листочка подклеиваю. Зелененькие листики. Основа нашей заколочки будет. И теперь буду располагать ягодки, цветочки. Здесь, скорее всего, у меня будет ягодка. Можно вот таким образом разместить, меньше взять. Чем хороша проволока, тем, что можно ее, так сказать, моделировать как хочется. И друг с дружкой связать несколько цветочков. Все лишнее вот так вот можно закрутить и установить на заколочку. Клей очень хорошо здесь закрепится, и очень удобно работать. Допустим, вот так. Ну вот как бы уже вырисовывается какая-то красивая композиция. 2 бутончика у меня здесь, 2 ягодки. Одна поменьше, другая побольше. А сейчас, наверное, закрою все вот так еще цветочками. И будет вот такая заколка с большим таким букетиком, соцветием. Так как я цветок здесь зафиксировала каплей клея, то лишнее, вот эту вот деталь, я могу отрезать, чтобы мне нужно некрасивое место закрыть цветком. Это очень удобно. Таким образом могу прекрасно свою композицию уравновесить с помощью термоклея. Несколько еще цветочков здесь. Таким же образом поступлю. Собственно, как и ягодку можно сюда подклеить, так и цветочек. Как вы решите, исходя из того, какую вы хотите композицию, как вам больше нравится. Мы сейчас закроем здесь некрасивое место, и заколка наша будет готова, в общем-то. Такая вот очень миниатюрная заколочка получилась, и совсем легкая, что самое главное, легкая по своему весу. И мне кажется, она может очень хорошо дополнить какой-то летний образ к летнему платьицу. Даже и сейчас, когда еще не наступила у нас весна толком. Потому что земляника напоминает нам знойное, звенящее лето. В этой заколочке я использовала листики из полимерной глины, самозастывающей, еще раз напомню, которая очень-очень удобна для работы, для детских ручек, приятная. Можно привлекать детей. Ягодки тоже сделаны из полимерной глины, сердцевинки вот этих полузакрытых бутонов, а сами цветочки и чашелистики сделаны из тонкого фоамирана. Друзья, если вам понравилось это видео, поставьте лайк, пишите, дополняйте своими советами, комментариями. Буду рада общению с вами. А мы с вами прощаемся. До новых творческих встреч. Пока-пока.